Каждую ночь одно и то же место. Пустая улица, качели, ветер и собака. Я знаю, если дойду до качелей, все закончится. Но сегодня я проснулась, и все было иначе. Глава 1. Сон. Дара снова шла по этой улице. И снова она была совершенно одна. Ни людей, ни бродячих собак и кошек. Даже птиц не было видно в небе. Она поежилась. Вдоль давно не ремонтированной грязной дороги стояли двухэтажные заброшенные деревянные бараки. Разбухшие от влаги дома будто присели на корточки и сидели, словно местные гопники, провожая Дару злыми оконными рамами с торчащими в них гвоздями. Непонятно было, осень сейчас или весна. Вдоль дороги редкими клочками росла зеленая трава, но листьев на деревьях не было. Ветер сорвал их и лениво перекатывал вместе с мусором с одной стороны улицы на другую. Деревья стояли, растопырив голые ветки руки в тяжелое свинцовое небо. Дара посмотрела наверх. Слабый солнечный свет с трудом пробивался сквозь плотные облака. В воздухе висели мелкие капли дождя, из-за чего он казался плотным. Дара даже протянула руку, чтобы потрогать воздух. Раздался знакомый скрип. Девушка тут же сунула руку в карман, съежилась и пошла вперед. Она знала, что там дальше. Изрытая ямами дорога упиралась в озеро, а перед озером был пустырь с одинокими покосившимися качелями. Сколько раз она проходила мимо них в детстве, когда возвращалась из школы в тот ненавистный дом. А еще Дара знала, что чем ближе она к качелям, тем сильнее будет ветер. Он будет мешать ей дойти до них. А ветки деревьев будут цепляться за нее, стараясь задержать ее во сне. А потом появится эта собака. Дара до жути боялась собак. Казалось, сердце перестает биться и гонять кровь. Она холодела и умирала внутри, если к ней приближалась какая-нибудь собака. Но Дара также знала, что она должна дойти до качелей, потому что только тогда ее сон закончится. Порыв ветра чуть не уронил ее в лужу. Чтобы не упасть, она схватилась за ветку дерева и вскрикнула. Ветка пронзила ладонь сучком. Дара уставилась на руку. Сучок торчал в ладони около большого пальца. Шла кровь, но она была странного, грязно-серого цвета. Какая-то ненастоящая кровь. Может быть, так и должно быть во сне? А вот боль была настоящей. Странно. Такого раньше не было. Раздалось рычание. Дара обмерла и медленно подняла голову. Но она же еще не дошла до последнего здания, перед самым пустырем. Собака всегда рычала на нее из-за этого дома. Раньше там был сельский магазин. Дара часто сама напрашивалась бегать в него, только бы еще немножечко побыть одной и не слышать крики родителей. И если свернуть перед магазином и побежать по тропинке мимо мусорных контейнеров, то попадешь сразу на пустырь. И раньше она успевала добежать до качели и проснуться. Дара раньше никогда не видела этого пса. Она успевала убежать до того, как собака появлялась в ее сне. Сейчас она в ужасе смотрела на нее. Огромное животное стояло, уперев мощные лапы перед тем самым поворотом на тропинку. Собака смотрела на нее, не отрывая взгляда, чуть припав к земле, готовая к прыжку, и рычала. Дара в ужасе смотрела на нее и не дышала. Все произошло одновременно. Резкая боль в руке заставила Дару вскрикнуть и опустить взгляд, и в этот самый момент собака прыгнула вперед, а Дара проснулась.
Глава 2. Коридор. Дара лежала в кровати, уперев взгляд в потолок. Вот и снова закончилась ночь. И снова она будто не спала вовсе. Этот сон снился ей 2 недели подряд, каждую ночь. Он измучил ее. Она не понимала, почему она видит один и тот же сон и ничего не может с этим сделать. Дара вспоминала, в каком ужасе она была, когда впервые в нем оказалась. Она сразу узнала этот поселок и улицу. Однажды она уехала оттуда, пообещав себе никогда сюда не возвращаться. С ее лучшей подружкой Нинкой они дали клятву на крови. Порезали себе ладошки и через боль пожали их, пообещав друг другу, что сделают все возможное, чтобы не вернуться сюда. Дара улыбнулась, вспомнив Нинку. Она ночевала у Нинки каждый раз, когда отец с матерью напивались. Нинка всегда была рядом, не бросила ее и после смерти родителей. Дара вспомнила, как они стояли с Нинкой у сгоревшего Дариного дома. Нинка плакала, а у Дары все было сухо внутри. Ей не было жаль родителей. Она так их и не простила. Родители сгорели вместе с ненавистным домом, прожив, по мнению Дары, никчемную жизнь. Дара злилась на похоронах. Она пошла учиться на юриста, решив засудить их за все побои, за все ночи на улице, унижение и постоянное чувство голода. Теперь она не сможет это сделать. После похорон Дара очень изменилась. Она будто скинула с себя прежнюю Дару, стала свободнее, волосы запылали ярко-рыжим цветом, появились другие увлечения, другие друзья. После учебы она устроилась следователем. Ей нравилась ее работа. Дара чувствовала себя карающим мечом справедливости. С особым рвением она расследовала жалобы о домашнем насилии. Нинка тоже тогда была рядом, но потом она познакомилась с Борисом, и он увез ее в какой-то далекий городишко. Нинка уехала и исчезла из Дариной жизни. Непонятное чувство вины перед Нинкой заворочилось внутри Дары. Надо найти ее, позвонить. А что она ей скажет? От воспоминаний о Нинке заныла рука в том месте, где они давали с ней клятву. Дара посмотрела на нее и резко села в кровати. Рука была грязная, в крови и опухшая, а около большого пальца торчал сучок. Сучок от дерева из ее сна. Такого с ней еще не было. Со снами у Дары были особые отношения. Она пряталась в них от родителей. Пока они кричали, она накрывалась головой одеялом и старалась придумать себе сон. У нее даже получалось программировать сны с продолжением. И она была уверена, что так может каждый. Ведь для этого надо просто, перед тем, как заснуть, вспомнить в деталях прошлый сон, и он продолжится. А чтобы не забыть его, надо записать сразу, как только встанешь. Самое главное – не упустить мелкие детали. Как говорит Дарин коллега Степаныч, дьявол кроется в мелочах. Вот только с этим сном все было не так. Он пугал ее. Она боялась засыпать, потому что знала, где окажется. И она не понимала, что с этим делать. Дара сходила к психологу. Тот назвал ее сон незакрытыми детскими гештальтами, которые надо обязательно проработать, походив к нему на сеансы каких-то полгода. Полгода. 6 месяцев. 180 ночей. Да у нее чердак уже в пути. Но о каких полгода, спрашивается, он говорит. Дара пробовала не спать, но ничего не получалось. Организм нуждался в отдыхе, и она засыпала и снова шла по той жуткой грязной улице. И каждую ночь все было одинаково. Тоскливое одиночество, грязь, сырость, зовущий скрип качелей и жуткая собака. Но сегодня все было иначе. Она даже умудрилась каким-то образом часть того сна протащить в реальный мир. Как это вообще возможно? Резкая боль в руке заставила забыть обо всем. Дара уставилась на сучок. Надо вытащить его и обработать рану. Она потянула за сучок и взвыла от невыносимой боли. Казалось, боль заполняла каждую клетку. Рука запульсировала и стала как-то резко опухать, будто ее кто-то изнутри надувал.
Дара, подвывая от боли, стала лихорадочно собираться в больницу. Скорую вызывать не было смысла. Больница была рядом, и Дара быстрее доберется на своих двоих. «Хорошо, что не нога», – промелькнула мысль. Но боль снова дернула за все нервные окончания. Дара взвыла и, чертыхаясь, выскочила из дома. Больница находилась в 2 кварталах от Дариного дома. Не дожидаясь автобуса, она припустила туда бегом. Дара вбежала в приемное отделение, вытянув перед собой опухшую в крови руку и громко повторяя: «Бытовая травма! Я потеряю руку! Бытовая травма!» Девушку срочно сопроводили к хирургу, и через полчаса она лежала в палате с забинтованной рукой и рассматривала сучок. Он никуда не исчезал. Это был обыкновенный, сухой, деревянный сучок. Только Дара знала, откуда он. Вопросов было очень много, и Дара, как бывший следователь, а теперь частный детектив, умела находить ответы. В ее жизни явно происходило что-то странное, и она собиралась выяснить, что именно. Дара сунула сучок в карман, решительно встала и вышла в коридор. «Есть кто-нибудь?» – крикнула она в пустоту. Ей никто не ответил, и она, прикинув, где примерно должна находиться лестница вниз, направилась по больничному коридору. Тусклый свет бросал тени на болотно-серые больничные стены. Основным источником света оставалось окно в конце коридора. Дара шагала к нему. Она шла, но странное дело, окно не становилось ближе. Дара продолжала идти. Свет в коридоре стал тускнеть, погружая весь коридор в темноту. На фоне темного коридора очертания окна стали более резкими, а свет из него ярче. Но сколько бы Дара ни шла, окно не приближалось. Она перешла на бег, но расстояние между ней и окном не сокращалось. Дара в панике оглянулась, пытаясь найти дверь в свою палату, из которой она только что вышла. Двери не было. За ней был все тот же коридор. Тусклый свет больничных ламп освещал расстояние шагов на 20, и потом коридор уходил в темноту. Дару затрясло. К горлу стал подступать страх. Ее рациональный мозг не понимал, что происходит. Дара остановилась, глубоко вздохнула, подумала и решила вернуться в палату. И тут она услышала скрип открывающейся двери справа. Это была дверь в ее палату. Как же так? Она что, вышла и все это время шла на одном месте? Ну что за бред? Наверняка она все еще под наркозом. Говорят, под наркозом еще не такое бывает. Надо вернуться в палату и лечь на свое место. Дара открыла дверь и вошла внутрь. Глава 3. То самое место. Дверь сзади с грохотом захлопнулась. Над крышей здания, громко возмущаясь, поднялась воробьиная стая. Но Дара, казалось, ничего не слышала. Она стояла и смотрела перед собой в состоянии полнейшего шока. Перед ней была та самая улица из сна. В том самом месте, в котором она поклялась больше никогда не появляться и которое она видела во сне последние 2 недели. Разбитая дорога с лужами, мусор на обочинах, деревянные заброшенные бараки – все как во сне. Только в этот раз этот мир был заполнен разными звуками. Всполошившиеся от грохота двери птицы, стук оконных рам, которыми играет ветер. Да и сам ветер звучит иначе. Очнувшись от первого шока, Дара рванула назад. Она дернула дверь с такой силой, что та выпала из косяка. Дара вместе с ней рухнула в грязь. Она тут же отшвырнула полусгнившую дверь, вскочила и побежала в зияющий проем. За ним не было никакой больницы. Вернее, здание больницы было, но не полностью. Грязные полуразрушенные стены с обвалившейся штукатуркой, разбитые окна, прогнившие полы, сквозь дыры была видна темнота подвалов. Начавшийся дождь показал, что и крыша сохранилась только местами. Ветер свободно гулял по зданию, заглядывая в каждый уголок и демонстрируя, кто здесь настоящий хозяин. Дарины нервы не выдержали. Она подняла голову и заорала прямо в небо. Прокричавшись, обессиленная, она прислонилась к стене и тут услышала вдалеке скрип качелей. Дара настороженно прислушалась и рассмеялась.
Если бы сейчас ее увидел кто-нибудь из ее коллег, то ее бы точно отправили к психиатру. Девушка решительно встала. Но как она могла забыть? Качели. Она дойдет до них, и все закончится. Предположим, она сейчас лежит под наркозом, и поэтому все это видит. Ведь наркоз – это тоже сон. Как она раньше не подумала? Надо было соглашаться на местный наркоз, но ей было слишком больно. Но ничего, она дойдет до качелей и очнется. Надо только взять что-нибудь, чтобы защититься от той собаки. Она точно будет. Дара пошарила вокруг. Нашла доску с торчащими острием наружу гвоздями. Удовлетворительно хмыкнула и шагнула в дверной проем на улицу. В лицо снова ударил промозглый ветер. Дару зазнобило. Право что-то зашуршало, она отскочила, выставив вперед руку с доской, и одной ногой угодила в лужу. Вода залила кроссовок, Дара зло чертыхнулась. Обычно в том сне Дара была в сапогах, а сейчас она прибежала в больницу в кроссовках, их было легче надеть одной здоровой рукой. Ветер поволок дальше шуршащий пакет, так напугавший ее. Дара проводила его злым взглядом и, хлюпая водой в кроссовке, поковыляла к качелям. Злость подстегивала ее. В крови бушевал адреналин. Как же ей все это надоело! Дара решила, что как только она выберется отсюда, пойдет ко всем гадалкам, знахаркам, колдунам, шаманам, но она обязательно найдет ответы на все пугающие ее вопросы. Скрип качелей становился все громче. Собака все ближе, а злость и решимость иссякали. Дара вся обратилась вслух. Она пыталась услышать, откуда сегодня выскочит собака. Но ее не было. Дара почти дошла до дома, в котором раньше был магазин, но знакомого рычания не было слышно. Дара занервничала еще сильнее. Да где же она прячется, эта зверюга? Чужое, внезапное, тихое и шипящее «Эй!» раздалось, как гром среди ясного неба. Дара повернулась к магазину и резко выдохнула. В окне тускло маячило чье-то лицо. Дара растерянно продолжала смотреть в окно дома. Такого сценария во сне не было. Она не знала, что делать. И вдруг сзади раздалось рычание. Дара с ужасом обернулась. На нее, рыча и не отрывая взгляд, медленно шла большая собака. Шерсть вздыбилась, мышцы напряжены. Собака могла броситься на нее в любой момент. Но тут сзади раздалось звонкое «Сюда!» и дверь в магазин открылась. Дара, не раздумывая, нырнула в темноту дома и захлопнула за собой дверь. Снаружи громко и зло залаяла собака. Глава 4. Новые и старые знакомые. Захлопнув дверь, Дара сразу повернулась к ней спиной и вгляделась в темноту магазина. «Кто здесь?» – громко спросила она. Ей ответил растерянный молодой девчачий голос. «Да нас тут много». Потом голос похватился. «Ой, надо керосинку зажечь. Только надо от окна отойти. Собака бесится и в дверь колотится. А здание какое-то непрочное. Иди на мой голос. Дядь Миш!» Бросил голос кому-то другому. «Ты зажигай пока лампу». Ей ответил недовольный молодой мужской голос. А нельзя без лампы? У нас керосин почти закончился. Обязательно ей нас видеть. Ему ответил спокойный взрослый женский голос. «Обязательно, Костя. Сегодня темно, луна за облаками. Помнишь, как ты сюда попал? Боялся всего. Нас увидит, успокоится. А потом дождемся рассвета». Рассвета. Фыркнул Костя. Голос взрослой женщины показался Даре знакомым. Она как-то сразу успокоилась, услышав его. В глубине комнаты зашуршали, и скоро комната осветилась подрагивающим мягким светом керосиновой лампы. В центре комнаты вокруг стола стояли люди. В одной из женщин Дара с удивлением узнала Нинку, свою подружку детства. Нинка тоже ее узнала. Обе
удивленно выдохнули. «Нинка, ты?» «Даринка, ты?» Даринка ее звали в той, прошлой жизни. Резкая мамина Дарина и Нинкина ласковая Даринка. Похоронив родителей, Дара решила изменить свою жизнь и начала с имени, четко и резко обозначив для всех, что теперь она Дара. Она не помнила, сообщила ли она об этом Нинке. Видимо, нет. Дара была ошарашена. Она не ожидала увидеть тут Нинку. Это же ее сон. Откуда она тут? Видимо, сыграл роль тот факт, что перед больницей, перед наркозом, она о ней вспоминала. Но тогда кто эти остальные люди? Их она не знала. Дара подошла к Нинке и обняла ее. Все-таки она по ней сильно соскучилась. «Я вспоминала о тебе сегодня, поэтому ты здесь в моем сне». Нинка удивленно посмотрела на нее. «Сегодня? В твоем сне? Не понимаю, Даринка. Я тут уже более суток. Я не первая. Первый вон, дядя Миша тут оказался». Нинка кивнула в сторону грузного 60-летнего мужчины. Мужчина вздохнул и печально кивнул Даре. Нинка продолжила. «После меня Костик с Маринкой появились». У стола заулыбалась и помахала рукой молодая девушка лет 20, в теплой шапке, ярком бомбере размера оверсайз. Она звонко поздоровалась. Дара поздоровалась в ответ. А после Маринки пришли мы. На свет вышел долговязый парень с недоверчивым и вызывающе злым взглядом. «Мы?» – растерялась Дара. Парень зло ухмыльнулся. Ага, мы. Нас трое было. Я, Макс и Шмель. Макс и Шмель от собаки в сторону озера рванули. И больше не вернулись. А я вот тут торчу, в избушке на курьих ножках. Маринка погладила его по руке. Костик, не переживай, нас много. Мы придумаем что-нибудь. Вот и Дара к нам пришла. Еще одна голова. Дара слушала их и никак не могла взять в толк, как они все оказались в ее сне. «Но как вы тут все...» – она не успела договорить. Как мы тут все оказались? Плавной походкой хищника, словно танцуя, к ней приблизился Костик. Все задают этот вопрос. И никто пока не нашел ответа. Нина вздохнула. «Даринка следователь. Можно попытаться еще раз поискать ответы». Помолчав, она добавила. «Мы думаем, нас тут всех похитили. Каждый из нас терял сознание перед тем, как попасть сюда». Точно. Костик кивнул. На нас напали около клуба. Всех перебили. Приехала скорая, погрузили и опа! Мы очнулись в этой дыре. Все трое. А с ума, как известно, поодиночке сходят. А я драку увидела. Хотела вмешаться, но не получилось. Отключили меня. А потом... Неуверенно протянула Маринка. Потом сознание то приходило, то уходило. Помню скорую. И вот тут очнулась. Дядя Миша, смущаясь, вздохнул и сказал. «Перепил я. Приехали на скорой. В ней, видимо, сознание потерял. Потом очнулся в больнице. Стал искать выход и вышел тут. Очень удивительно все это. Я же работал тут 20 лет назад, в этой самой больнице». Дара хмуро посмотрела на дядю Мишу. «У меня то же самое было почти. Больница, коридор, выход в заброшенную больницу здесь». Тут Костя громко расхохотался. Так может мы в коме, а это промежуточный мир. Только вы хоть как-то связаны с этим местом, а я нет. Я тут ни разу не был. И я тоже не была. Пискнула Маринка. Вы тоже думаете, что мы все в коме? Дядя Миша решительно встал с табурета. «Никакой комы. Мы тут все реальные. А она больше всех». Он ткнул в Дару пальцем. Все посмотрели на дядю Мишу. Он показал на руку Дары. Маринка заметила первая. Что у тебя с рукой? Вскрикнула она, указывая на забинтованную руку Дары. «Да сучком проколола», начала было рассказывать Дара, но тут увидела, что через повязку проступила кровь. И кровь была ярко-алого цвета. Дядя Миша подошел и взял ее за руку.
Кровь реальная. Я 50 лет фельдшером отпахал. У меня, когда выходили из коматоза пациенты, рассказывали, что были в каком-то непонятном месте, пробовали от страха руки на себя наложить, и кровь там серого цвета, не алого. Давай, перебинтую. Костик, у тебя где-то была бутылка с водой, рану надо промыть. Костик ухмыльнулся. Ага, была. Только я вам ее не дам. Костик, как же так? Ведь Дара может кровью истечь. Точно, Марин. А я понаблюдаю. Заодно и посмотрим, реальный мир или нет. Дядь Миша посмотрел на него тяжелым взглядом. Молокосос ты. Мало порол, видимо, тебя батя в детстве. Костю задел тон дяди Миша. Он, скрестив руки на груди, вальяжно прислонился к столу, прищурился и грызнулся в ответ. Точно. Мало. Вернее, совсем не порол, поскольку, видимо, и не знает о моем существовании. Маринка, недобро косясь на дядю Мишу, встала рядом с Костей, поддерживая его в споре двух поколений, и тихо ему сказала. Поддерживаю. Я тоже своего отца не знала. Дядь Миша посмотрел на них, ничего не ответил, вздохнул со словами «Эх, поколение безотцовщины!» и повернулся к Нинке. «Нин, там под желобом кастрюля стояла с дождевой водой, я поставил. Принеси, хотя бы ею промоем». Нина ушла искать кастрюлю. Маринка поскучала рядом с гордым Костиком и придвинулась поближе к Даре, жадно глядя на кровь. Потом она подняла глаза и улыбнулась Даре. Я художник. Все такое мрачное вокруг. Соскучилась по ярким цветам. Ты, кстати, есть хочешь? Мы тут нашли коробку старого шоколада, а вот воды действительно нет. Запасы воды на складе остались. Только не подобраться. Псина это караулит. Дядя Миша перебинтовал руку. На небе появилась луна, и лунный свет осветил половину комнаты. Лампу погасили, решив экономить керосин. Маринка и Костик легли на магазинные прилавки и заснули, или сделали вид. Дядя Миша спал на табурете, положив голову на сложенные на столе руки. Глава 5. Разговор. Дара и Нинка сидели у окна и смотрели на луну. Дара усмехнулась. Впору выть начать. Очень трудно головой не поехать при сложившихся обстоятельствах. Дара помолчала, потом продолжила. Знаешь, я ведь эту улицу уже 2 недели подряд каждую ночь во сне вижу. Только во сне она без звуков, и кровь там реально серого цвета. Я буквально сегодня ночью поранилась, а когда проснулась, увидела, что рана кровоточит, и рука опухла. Ну и побежала в больницу. А потом вот тут оказалась. Нинка смотрела на нее как-то осторожно. Дара бросила на нее взгляд. «Не веришь мне?» «Да, в это и в самом деле трудно поверить. Только вы все тоже тут, и, насколько я поняла, все через больницу сюда попали. Я сначала думала, все мы тут связаны с нашим поселком, но Костик и Маринка вообще не в курсе про него. И ты?» Дара резко замолчала. «А ты, Нин, как ты сюда попала?» Нинка замялась и вся как-то сникла. «А я, Дарин, просто не помню. Пытаюсь вспомнить, и не получается». Дара смотрела на Нинку. Они были ровесниками, но Нинка выглядела гораздо старше. Поникшие плечи, какая-то унылая ковтенка, надетая на серую футболку. Неухоженные волосы пучком, как у старухи. Морщины, темные круги под глазами и совершенно потухший взгляд. Казалось, она заставляет себя говорить. Сидит, уставившись на руки, теребит край кофты. «Господи, что с ней случилось?» Ужаснулась Дара. Она подошла к ней, присела перед ней на корточки, взяла ее за руки и, глядя ей в глаза, сказала: «А самое главное, Нин, ты сегодня у меня из головы не выходила все утро. Я все про нас вспоминала. А потом вот все это началось. И тут ты. Мы же с тобой лет 7 не виделись. Как ты жила все это время?»
Нинка подняла голову, поглядела на Дару и улыбнулась такой знакомой ей улыбкой, что Дара порывисто обняла ее. «Я сегодня поняла, как я соскучилась. Собралась найти тебя и позвонить. И это здорово, что мы с тобой вот так увиделись. Ты прости меня, Нинка. Я как-то отдалилась, пропала совсем». «Ты? Что ты, Даринка? Ты тут ни при чем, я ж сама». Тут Нинка скривилась. «Это ты меня прости за тот случай. Мне так стыдно было, что я и показываться на глаза тебе не смела». «За какой случай?» Оторопела Дара, потом ее осенило. Когда мне выговор влепили. Да какое стыдно. Я нисколько не жалею, я и забыла про это совсем». Дара, вспомнив, хмыкнула. «А здорово я тогда заехала Борьке твоему. Он, наверное, навсегда запомнил. А выговор за превышение – ерунда, черт с ним. Ты важнее для меня». Нинка совсем сгорбилась, обняла себя за плечи и как-то отстранилась. Потом она тихо, бессвязно, прерываясь на паузы, прошелестела. «Он и не уходил никуда. Мы женаты. После того, как тебя полиция увезла, он мне рассказал, что тебя уволили. И сказал, что я все только порчу. И вот даже тебе, самому близкому человеку, карьеру испортила. И что если бы я не пожаловалась тебе, ничего бы и не было. А ты тогда долго не появлялась, и я решила, что он прав». Дара не шевелилась, вслушиваясь в шепот Нинки, стараясь не пропустить ни слова. А когда осознала, что именно та говорит, вскочила и громко с возмущением произнесла: «Вот козел! Да, я не приходила, потому что начальник мудак для профилактики меня в КПЗ держал, а я ему нахамила. Мне еще один выговор влепили. Все закончилось тем, что я уволилась, потом напилась в тот день, потом отходила, потом стала искать работу, но не нашла. И в результате через какое-то время организовала свое сыскное агентство. Я теперь частный детектив, Нинк. Короче, неделя тогда и вылетела. Потом я пришла к тебе, а ты уже съехала». Нинка кивнула. «Да, Боря сказал, что так только лучше будет. Что я, в конце концов, не одна, он же со мной. Мы тогда далеко уехали. А вернулись 2 недели назад». Дара возмущенно вскрикнула: «Так ты что, до сих пор с ним?» Потом она посмотрела на поникшую Нинку и рухнула рядом с ней на табурет. Сказала упавшим голосом: «Как же так, Нинк? Он же урод редкостный». «Урод», – тихо согласилась Нинка. «Но уйти нет сил». Дара снова вскочила. «Так, первым делом мы выберемся отсюда, а потом ты переедешь ко мне. Со всеми кошками, детьми и прочими живностями, кроме Бориса». Дара посмотрела на Нинку. «Дети, у вас есть дети?» Нинка как-то неуверенно ответила: «Да нет». Дара не стала зацикливаться на ее тоне и громко крикнула: «Друзья, наш поход и пикник подошел к концу. Встаем, умываемся и уходим отсюда». Глава 6. Побег. Костик поднял голову и внимательно посмотрел на Дару. Потом усмехнулся и гаденьким голосом произнес: Да ты что? Смотри-ка, смелая. Мы тут, оказывается, тебя и ждали все это время. Думали, когда ж наша вожатая, Дарина Каквастамовна, появится. Просвещаю всех слепых и убогих. Снаружи нас ждет мощная, быстрая, клыкастая и ни разу не ручная зверюга. «Угу, которая не ест и не спит. Я тут 3 дня провел, наблюдал постоянно, вообще не отходит», – буркнул дядя Миша. Дара сухо уставилась на Костика. «А я в курсе. Надо отманить собаку, остальные побегут к качелям. А не на пустыре за этим домом. Как добежите до качелей, все закончится». И как это все закончится? Откроется портал в другие миры? Едко парировал Костик. Дара дрогнула. Она и правда не знала, каким образом закончится, но знала и все тут. Никогда ни в чем она не была так уверена.
Не знаю, что там откроется, но мы сможем убежать от собаки. Марина, которая внимательно вслушивалась в перепалку, соскочила с прилавка, на котором спала, и встала рядом с Дарой. Я за. Надоело тут. Пора валить. Как будем отманивать собаку? Повернулась она к Даре. Ого, среди нас уже двое чокнутых. Фыркнул Костик. А ты продолжай сидеть тут. Тебя никто с собой не зовет. Маринка с возмущением смотрела на Костика. Дядя Миша вдруг хмыкнул, подошел к Маринке и сказал: «Поддерживаю. Каждый сам за себя пусть отвечает». Дара поняла, что большинство согласилось с ее планом. Она посмотрела на Нинку. «Нинка, ты же никогда не боялась собак, в отличие от меня». Дара взглянула на дядю Мишу. «В детстве при мне собака человека загрызла. С тех пор и боюсь. А Нинка всегда их любила. Собирала всех, кормила на пустыре. Потом раздавала по соседям. 2 помню, не смогла отдать, и они за ней всегда таскались, а я страшно пугалась. Имена какие-то смешные у них, не помню уже. Правда же, Нинк?» Дара снова повернулась к Нинке. «Ты же не боишься собак?» Нинка кивнула. «Правда, но это боюсь», — тихо добавила она. Посмотрела виновато на Дару. «Извини, ужас какой-то внутри. Ничего с этим поделать не могу». Дара вздохнула и повернулась к остальным. «Ну а вы как насчет собак?» Маринка вздохнула. И не спрашивай. Это не собака. Это демон какой-то. Мы тут все его боимся. Дара подумала немного. Тогда другой вопрос. Кто из нас быстрее бегает? Потом у нас похватилось. Кроме дяди Миши, конечно, и Нинки. Она повернулась к Нинке. «Извини, ты слишком слаба». В ответ Костик молча протянул Даре ногу. На пятке была огромная лопнувшая мозоль. «Да, далеко ты ее не отманишь». Дара вздохнула. «Ну что, Маринка, камень, ножницы, бумага?» Проиграла Маринка. Бледная, она встала, медленно пошла к выходу, и только сейчас Дара заметила ее обувь. Сапоги на высоченных шпильках. Потом перевела взгляд на свои кроссовки. «А у тебя какой размер?» 35-й. Пискнула Маринка. Дара все поняла. В ее 40-м размере Маринка утонет. Набежать на таких шпильках нет смысла. Собака разделается с ней прямо у дверей. Она встала и севшим голосом сказала: «Значит, бегу я? Я побегу к больнице. А вы выходите и по тропинке за домом идите к качелям. И возьмите с собой палки или что-то еще». Сама Дара взяла ту доску с гвоздями, которую она нашла в полуразрушенной больнице, и пошла к выходу. Дара уже открыла дверь, когда услышала слова Нинки. «Даринка, я вспомнила, как звали тех щенят. Макс и Шмель». Все произошло одновременно, не давая опомниться, переварить и осознать последние слова Нинки. Дара выбежала на улицу и рванула в сторону больницы. Но на дороге стояла собака и рычала на нее. Она не нападала, но не позволяла пройти. Дара попятилась. И тут сзади раздался громкий хлопок. Дара повернулась к дому, где ее ждали Нинка, дядя Миша, Костик с Маринкой. Дом горел. Причем горел так, будто его 3 дня подряд поливали бензином. Дара заорала и рванула к дому, но перед ней одним прыжком оказалась собака. Она не позволяла ей подойти к огню, но Дара впервые в жизни и не подумала испугаться пса. В голове только и билась мысль: «Нинка, Нинка, Нинка!» Она сжала доску и побежала прямо на собаку. Собака прыгнула на нее, повалила на землю, схватила за рукав и потащила к качелям. Дара плакала, сопротивлялась. Когда собака дотащила ее до качели, Дара схватилась за них, пытаясь вырваться. И вдруг все стихло. Глава 7. Вера. Дара плакала навзрыд, когда услышала рядом с собой спокойный женский голос. «Девушка, вам помочь? Что-то случилось?» Она подняла голову. Над ней склонилась какая-то женщина и участливо смотрела на нее. Дара резко подобрала ноги и села, прислонившись к качелям. Она огляделась. Она сидела на детской площадке в городском парке. Смеркалось. Мимо проходили редкие прохожие.
Взгляд Дары затравленно метался по людям, по деревьям. Руки заметно дрожали. Женщина протянула ей свою руку. «Давайте присядем на скамейке. Вам надо попить воды и вымыть руки». Дара посмотрела на свои руки. Они были все в ссадинах, в земле и в траве. Женщина ждала ее уже с бутылкой воды в руке. Вдруг в конце аллеи Дара увидела знакомую коренастую фигуру. «Дядя Миша!» – заорала она и побежала за ним. Он не оглядывался и не реагировал на ее крик. Он шел спокойным, размеренным шагом грузного человека. Дара бежала за ним, но не могла догнать. Как тогда, в больничном коридоре, она не могла добежать до окна. Она остановилась, чтобы отдышаться. Внезапно рядом с собой Дара услышала: «Ты никогда не догонишь его». Дара резко повернулась. Все та же женщина с бутылкой воды стояла рядом и участливо смотрела на нее. «Дара, давай присядем, я все тебе расскажу». Нервы Дары были на пределе. Ненормальные изматывающие сны, не дававшие покоя мысли, непонимание того, что происходит вокруг, и напряжение за последние сутки вылились в ярость по отношению к незнакомой женщине. «Откуда вы меня знаете? Кто вы такая? Вы что, меня преследуете?» Женщина спокойно покачала головой. «Нет, Дара, я от Нины». Услышав Нинкино имя, Дара сразу сникла и заплакала. Женщина обняла ее и увела до ближайшей скамейки. Там она дала ей попить, умыла ее и сказала: «Моя задача была спасти тебя от демона сна». «Кого? Демона сна?» Женщина кивнула. «Да, ты его знаешь как дядю Мишу. Мы давно за ним наблюдаем. Он нацелился на твою подругу. Давно уже забрал бы ее. Но у твоей подруги мы заметили странную защиту. Единственное, о чем она рассказывала в последнее время, это была ты. Так мы и нашли тебя». «Мы?» «Да, я и моя дочь Яна, а также ее команда добровольцев, охотников на монстров». Женщина улыбнулась. «Но о нас я расскажу позже. А сейчас про Нину. Мы увидели ее 2 недели назад. Мы умеем видеть жертв этих монстров. Есть у нас такая паранормальная способность. Когда мы увидели Нину, она была уже очень слабой. Ее муж, Борис, пожирал ее, уже не оглядываясь на окружающих, хотя приходил к ней редко. И шансы на спасение, хоть и маленькие, но были. Только эта нечисть в паре работала. И если такие монстры, как Борис, выбирают яркие жертвы, то демоны сна наоборот. И их влекут как раз опустившие руки и отчаявшиеся люди. Ну а тут Борис сам отдал Нину демону сна. Женщина выпила воды и расстроенным голосом произнесла: «И если бы не он, мы бы вытащили ее». Дара вскочила. «Вытащили? А что с Нинкой? Где она?» В голосе Дары послышалась надежда. Если это дядя Миша спасся из того пожара, а вдруг и Нинка тоже? Женщина с печалью и болью произнесла: «Нина умерла больше суток назад. Она и ее 2 неродившихся детей, мальчик и девочка, удушение газом. Я уверена, это дело рук ее мужа. Борис отдал ее демону сна. Она уснула и не проснулась». Дара рухнула на скамейку, как подкошенная. Нинка умерла. Дети, мальчик и девочка. В голове последние слова Нинки. «Даринка, я вспомнила, как звали тех щенят. Макс и Шмель». И слова Костика. Нас 3 было. Я, Макс и Шмель. Дара закрыла лицо руками. Она все поняла. Женщина печально смотрела на нее. «Мы нашли тебя и не поверили. Возможно, сейчас тебе трудно будет осознать то, что я скажу. Но для начала ты должна просто поверить». Она помолчала, подбирая слова. «У тебя особый дар, ты ходишь по снам. И ты не только ходишь, но и можешь в них менять людей и их жизнь. И демон сна про это тоже знает. Он хотел оставить тебя там, во сне,
навсегда оставить, понимаешь меня? Но не смог. Мы пытались помочь. Мы послали Рекса, чтобы он не давал тебе зайти в тот дом, но не вышло, ты зашла. Но, несмотря на это, демон сна не справился. У тебя есть какая-то дополнительная защита, какой-то амулет? Дара смотрела на нее, не мигая. Нет. А можно Рекс поищет? Извиняющимся тоном сказала женщина. Он напугал тебя, знаю, но в этом мире он гораздо дружелюбнее и послушнее. Да, хорошо. Дара буквально собрала остатки смелости. Женщина свистнула, и из кустов вышел огромный пес из снов Дары. Она медленно стала вставать, а пес завилял хвостом, подошел к хозяйке и лизнул руку, глядя ей в глаза. Женщина посмотрела на него и сказала: «Ты знаешь, что делать». Пес подошел к Даре. Та перестала дышать. А пес сел перед ней и протянул ей лапу. Он ничего больше не делал. Он сидел и держал, будто здороваясь, лапу на весу. Дара осторожно пожала лапу. Пес опустил ее и поднял вторую. И Даре вдруг стало смешно. Она все еще боялась собак, но кровь в жилах уже не останавливалась. Пес встал и стал ее обнюхивать. Он делал это медленно, вежливо, будто стараясь не напугать Дару. Он понюхал забинтованную руку, потом уткнулся носом в карман и замер. Женщина, все это время внимательно наблюдавшая за ним, показала на карман и спросила: «Что-то в кармане?» Дара сунула руку в карман и вытащила то, что в нем находилось. Она разжала руку. На ладони лежал сучок, тот самый сучок из снов. Дара смотрела на него, а женщина удовлетворенно кивнула. «Все ясно. Теперь это твоя дополнительная защита. Носи ее всегда с собой. Особенно, когда спишь». Она встала со скамейки, свистнула Рексу. Пес тут же встал рядом с хозяйкой. «Пойдем, Дара, мы тебя проводим. А по пути отвечу на все твои вопросы. Меня, кстати, Вера зовут».